Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня мы с вами поговорим о бюджетных парфюмах, которые имеют качество люкса. Всегда, конечно же, приятно купить что-то по бюджетной цене, но с отличным качеством. И здесь, мне кажется, в такой категории бюджетного люкса, бюджетных парфюмов, которые звучат как люкс, очень известен, хорошо зарекомендовал себя бренд Calvin Klein. Отличные парфюмы по бюджетной цене. Я уже рассказывала о некоторых из них в моих предыдущих видео. А сегодня я хочу поговорить об аромате Beauty. Это очень красивый, такой женственный белоцветный аромат. Я знакома с ним очень давно, это уже не новинка, но он действительно актуален и в наше время. Он имеет множество поклонников абсолютно заслуженно. Красивый, женственный, манящий, элегантный, аромат белых цветов, аромат женщины, красивой женщины. При этом он очень универсальный, подойдет на любое время года, к любому мероприятию, действительно отлично впишется в любой образ. Цена здесь более чем бюджетная. Недавно я видела флакончик 50 мл за 25 евро, что я считаю просто мега выгодной покупкой. Аромат сладко-цветочный, но при этом совсем не приторный. И есть здесь такая небольшая зеленая как будто бы нотка, которая дает ему свежести. Пирамида здесь очень простая, всего 3 ноты, это жасмин, кедр и амбретта. Но, что странно, я как будто бы ощущаю гораздо более богатый букет и слышу здесь другие ноты. Лично по моему восприятию здесь однозначно есть лилия и есть какая-то травяная такая зеленая нотка. И для меня, по моему восприятию, то, что я слышу, этот парфюм – это соединение жасмина, лилии, чуть-чуть травяных нот где-то вдалеке. И при этом это все обрамляется благородным кедром. Если же говорить о новинках, то совсем недавно я тестировала One Essence. Это будет отличный, по моему мнению, такой весенне-летний парфюм, очень свежий, красивый, мускусный унисекс аромат. Здесь есть чуточку пудры, которая, на мой вкус, придает ему чуть нежности и делает его более мягким, что также очень удачно. Аромат очень универсальный, также подойдет для всех случаев, под любой образ. И цена здесь также очень приятная, за 100 мл в районе 50-55 евро. На мой вкус, вот именно что мне понравилось в этом парфюме, так это красивое сочетание пудры и цитрусовых, бергамота. И получается такая цитрусовая пудра, которая вас не задушит даже в летнюю жару, звучит достаточно элегантно, интересно и при этом ненавязчиво и современно. Его верхних нотах бергамот, черный перец, белый чай и апельсин. Средние же ноты это мята, герань и зеленый чай, и они очень такие освежающие, действительно приятные в летнюю жару. В базе же мускус, кедр, мох и сандал. Искренне рекомендую попробовать его летом. Мне кажется, он отлично подойдет для этого времени. Также лично меня очень порадовал арабский бренд Латафа и его новинка Алхери. И здесь стоимость за 100 мл также в районе 50 евро, что в принципе немножко дорого для данного бренда, но здесь абсолютно люксовое звучание, и я считаю, что эта цена вполне бюджетна для такого аромата. Что здесь странно, это то, что, как по мне, по моему восприятию, флакон не совсем передает, точнее не передает суть самого аромата. Когда я увидела флакон, я подумала, пчелы, мед, медовые соты, это будет что-то очень медовое. Но нет, для меня это такой большой, просто-таки огромный цветочный букет. И если уж говорить про какую-то ассоциацию пчелы и мед, то, скорее всего, моя ассоциация, что это залитая солнцем большая летняя цветочная поляна, где все цветы под действием солнца источают свои ароматы, и пчелки спешат собрать свой нектар для приготовления меда. Но медовые нотки здесь вот есть, но скорее в таком каком-то отголоске, скорее это даже какая-то медовая пыльца. По моему восприятию я слышу именно так. Просто отличный цветочный аромат, очень стойкий, шлейфовый, звучит как хороший европейский люкс. Его верхние ноты открываются росой и страстоцветом. В средних нотах орхидея и жасмин.
В базе же амбервуд и ваниль. Ну а следующий парфюм может вас немножко даже удивить. Возможно, вы не слышали о нем, может быть и слышали, но я знаю абсолютно точно, что у него есть своя армия поклонников. И действительно, это очень интересный аромат от Nivea Cream. И здесь что-то странное с ценой. Так, например, я живу в Бельгии, и в продаже я его видела за 25-30 евро. Но также очень много сайтов, которые предлагают данный аромат за 60-70, и даже я видела цену 90 евро, что без сомнения, ну, это уже слишком. Но дешевле всего данный парфюм продается в Германии. Так, в магазине DM я встречала его за 19,5 евро. Действительно, это супербюджетная цена за такой отличный парфюм. Кому он понравится? Он понравится тому, кто любит тот самый аромат синенького крема в шайбе Nivea, тем, кто любит аромат белого листа бумаги, тем, кто любит аромат чистоты, аромат такого чистого мытого тела, на которое нанесли уходовые какие-то кремовые средства. Он звучит скорее не как парфюм, а скорее от вас будет пахнуть чистотой, свежестью, уходовостью, кремовостью. При этом это очень приятно, это также хорошо будет звучать в летнюю жару. Ну и зимой, кстати, он достаточно неплох. Цена здесь бюджетная, но при этом звучит очень интересно. Его верхние ноты открываются лавандой, бергамотом и мандарином. Средние ноты – это ландыш, фрезия, роза и иланг-иланг. В базе же пудра и сандал. Действительно великолепный аромат за бюджетную цену. Ну и завершить сегодняшний выпуск я хочу очень ярким, очень таким привлекающим к себе внимание ароматом Sexual. И если все предыдущие ароматы и даже аромат Nivea в принципе плюс-минус на слуху и известны широкой публике, то этот аромат, мне кажется, не так известен и абсолютно зря, потому что он очень хороший. Это такой эффектный, яркий, нескромный, действительно сексуальный унисекс-аромат. Многогранный, сложный. Здесь он играет, переливается, и в игру вступают разные ноты. Он никогда не звучит монотонно, он всегда как будто бы меняет свое звучание и сочетание нот. Очень красивый и очень интересный. Красивое, яркое, страстное сочетание розы, пачули, хвои, и все это в окружении ягод и дымки. Для смелых, решительных, для тех, кто хочет обратить на себя внимание, отличный выбор. В его верхних нотах персик, герань и ягоды. Средние ноты – это роза, пачули, фиалка и жасмин. И в базе сосна, амбра, ваниль и мускус. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, ваши комментарии, а также за вашу подписку. Я все это очень ценю и очень вам благодарна. И хочу напомнить, что вы можете стать спонсором моего канала и поддержать меня. Ссылка в описании к этому видео. Ну а я, как всегда, хочу пожелать вам хорошего дня и отличного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!